Дом — это место с 4 стенами и полом, с потолком выше и красивой входной дверью. Есть кровать, чтобы безопасно убаюкать тебя ночью. И окна, чтобы впустить утренний солнечный свет. Ваш дом — зеркало того, кто вы есть. Отражение, которое говорит вам никогда не уходить далеко. Здравствуйте, меня зовут Сахар. Сразу к делу. Если вы достаточно старый, как и я, вы наверняка смотрели всякие шоу с марионетками или пластилиновые какие-либо мультики. И я нашла сайт, посвященный шоу, который называется «Добро пожаловать домой». С первого взгляда может показаться, что это самый обычный сайт, однако я нашла что-то особенное. Я разделю это все на 3 разных видео. Это интро я записываю после того, как я это все нашла. Оставайтесь обязательно, тут будет очень много всего. Фанатам «Не обнимай меня, мне страшно». Большой-большой привет! Да, это немного отличается от того, что обычно у меня тут на канале происходит, но поверьте мне, это огромная часть моего характера, моей индивидуальности. Добро пожаловать в мир, вот. А вот это я. Сахар. Я вообще не видела никого, кто бы знал об этом сайте. Русскоязычных блогеров я никого не заметила это. Я считаю, это несправедливо. Этот сайт заслуживает огромное-огромное внимание, и я хочу вам про него рассказать. Будем изучать его вместе с вами. А добро пожаловать домой. И вот оно, то, что вы хотели. Это страница клоуна, человека, который создает «Добро пожаловать домой», который работает над этим. Посмотрим немножко, заглянем, чтобы вы понимали, о чем вообще будет идти речь. Welcome home. Привет, меня зовут Клоун. Позвольте мне рассказать вам о своем проекте «Добро пожаловать домой». Это хоррор-проект, посвященный разгадке тайны любимого детского шоу 1970-х годов. Вы должны будете сопровождать красочную кавалькаду марионеток, пока их любимый район начинает искажаться, превращаясь в кошмарные воспоминания, которые они едва могут вспомнить. Благодаря иллюстрированным книгам и записям множества старых товаров вы найдете то, что обитает в этом красочном доме. Под его красивыми коврами, за великолепными обоями и глубоко внутри его дышащих щелей. К счастью, у вас есть кто-то, кто составит вам компанию и будет держать вас за руку, пока вы идете по давно забытому пути. Вот это та атмосфера. Док, зашибись, песик, конечно. Вы можете тут погулять. Ага, мило. Полностью описывает то, что происходит на самом деле. Я захожу в Google и ввожу Welcome Home. Собственно, в картинках уже понятно, что тут что-то будет не так. Но нам нужен вот этот неприглядный сайт. Сразу заходим на него, и я поставлю себе автоматический переводчик, чтобы не тратить свое время. Сайт очень красивый, мне очень нравится, и многие иллюстраторы начнут сейчас просто доводиться от того, как здесь все здорово. Добро пожаловать домой. Краткий экскурс. Этого чувачка зовут Уилли. Тут даже маленький глазик спрятан. Давайте немножко почитаем. Прыжком и прыжком вы попадаете в красочный счастливый мир. Добро пожаловать домой. Достаточно одной прогулки по окрестностям, чтобы понять, что это самое милое маленькое место, которое вы когда-либо видели. Видели? Выделено красным цветом, которое вы когда-либо видели. Его красочное множество дружелюбных соседей узнают о ярком мире вокруг них и принимают участие в их бессмысленном веселье. Добро пожаловать на сайт «Добро пожаловать домой». Не стесняйтесь исследовать нашу скромную домашнюю страницу и узнать больше о кукольном спектакле, теперь забытом. Спасибо за посещение. И вот тут внизу можно видеть, что тут очень много посещений. Каждый раз, когда мы перезаходим, оно будет обновляться. И иллюстрации, сайт сделан просто сногсшибательно. Я уже фанатка, если честно. И тут много кликательных ссылок. И здесь есть секреты, которые многим неизвестны. И сейчас, по крайней мере, за рубежом, я сейчас слежу, пытаются раскрыть сюжет. Весь сайт такой прям древний, 1980-е какие-то года, прям вайб такой. Добро пожаловать домой, сосед. Мы хотели бы пожелать вам счастливого дня. Всегда помните о любви, МТД. О любви? Но тут еще есть Л. А любовь не выделяется, кстати. О любви нашим соседям и напоминайте им о своей заботе с помощью открытки в форме сердца или даже вкусного домашнего печенья. Мы знаем, что Эдди был бы признателен за то, что вы распространяете любовь. Ctrl-A. О, Ctrl-A. Смотрим, что же тут можно осмотреть. Кликательно здесь только вот это вот все. Волли. Вы поймете, почему я это все выделяю.
Тут есть куча скрытых посланий. А? Не показалось? Да. Why? Ну не могу кликнуть на эту why. Итак, перейдем по этой ссылочке. Добро пожаловать домой. Переведем его и посмотрим. Добро пожаловать домой, получивший высокую оценку критиков и финансово успешный, доминировал в субботнем утреннем временном интервале с красочным составом марионеток. Да. Добро пожаловать домой. Американская детская телевизионная программа, созданная и выпущенная Playfellow Workshop. Напоминает, если честно, вот эту игру, которая была единственной продукцией студии. Предположительно, его первая серия вышла в эфир в 1969 году, фига себе, я догадалась, и транслировалась по неизвестному каналу до последней предполагаемой даты выхода в эфир где-то в 1974 году. Иллюстрации просто сногсшибательные, писец, мне так нравится. А чем же было шоу? Ух ты, ух ты. Посмотрим, что это на английском. Эпизоды обычно начинались с того, что Уолли представлял тему или тему дня, прежде чем встречать других персонажей, которые присоединялись к нему в его выходках до конца дня, что означало конец шоу. У всех персонажей были примечательные повторяющиеся сегменты, которые были разбросаны на протяжении всего показа шоу. Например, Эдди Дир создавал декоративно-прикладное искусство, Салли Старлетт исполняла пьесы, или Уолли Дарлинг рисовал картину с помощью других актеров. Ага, Уолли. Может быть, все буковки, которые у нас выделяются таким образом, это скрытое послание? В прошлый раз была какая буква? В этот раз W. Запомним. И тут есть куча картинок. Вы просто посмотрите. Здесь и вырезки, и 3D графика, или может быть даже они сами сделали этот домик. И на заднем плане есть сама кукла. Вероятнее всего это Уолли, вот этот. Эти куклы здесь останутся. А что тут написано? Добро пожаловать домой. Задом наперед. Окей. Запомните этот домик. В нем и есть самый главный секрет этого места. Вы просто посмотрите на эти картинки. Эта картинка, кстати, если вдруг происходят какие-то неполадки с шоу, вы раньше писали: мы скоро вернемся. Чтобы никто не уходил. Блин, это так очаровательно. Типа всякие иллюстрации из журналов. Вот здесь, я так думаю, что это Уолли держит книжку. Немножко ли это странно? Сердечко. Типа милое шоу. Всякие иллюстрации ко Дню Святого Валентина, которые раньше были популярны. Даже к Хэллоуину подготовились. И вот тут уже криповенько, да? Ага, посмотрите на эту мордашку. Когда я первый раз смотрела этот сайт, я подумала, блин, криповенько, наверное, должно было быть. Но это типа гивочка. О, спит на торте, как это глупо. Наверное, это часть какого-то сюжета, потому что Уолли у нас художник. Итак, домик. По сюжету это дом, в котором живет Уолли, и он живой, буквально. То есть это единственный живой дом во всем этом мире. Тут так и подписано. Дом Уолли. Дом. Как бы это глупо не звучало. Дом — это имя этого здания. И тут он, мне кажется, плачет. Наверное, это было что-то типа разных вариантов того, как должен выглядеть дом. Всякие раскадровки. Есть ли еще что-то? Глазик. Концепт, мне кажется, написано. И еще один глазик. Ну, все художники глазики рисуют. Блин, вот этот персонаж просто напоминает мне нашего самца. Считается, что «Добро пожаловать домой» продолжалось 4 года после дальнейших исследований, прежде чем он внезапно ушел с телевидения в 1974 году и полностью замолчал со стороны своей развлекательной кампании. Успех «Добро пожаловать домой» оказался незыблемым среди других телевизионных программ своим визуальным мастерством, увлекательными историями, замечательными кукольными представлениями и живыми персонажами. Однако все кадры предположительно утеряны, включая предполагаемые товары, рекламу, виниловые пластинки и иллюстрированные книги, изображенные в эпизодах. Однако то, что было обнаружено, побудило нас раскрыть его местонахождение. Ну давайте тыкнем. Что не так? А нас? Вот видите? Но О выделяется также. Окей. Проект «Добро пожаловать домой» — это команда анонимных людей, собирающихся сбором, восстановлением и архивированием того, что было обнаружено. Именно благодаря этим коллективным усилиям мы пробудим память об этом утерянном медиа. Мы стремимся создать дружелюбное и открытое сообщество друзей, семьи и поклонников, таких же, как красочные и причудливые соседи в нашем любимом доме. Любовь, очевидно, в посланиях Уолли Дарлинга и является для него такой же отличительной чертой, как его харизматичная улыбка, его веселый нрав и его стремление
сложнее понять мир вокруг него. Мы тоже надеемся распространить это чувство вечной радости, заботы, понимания и принятия всех в надежде, что вы присоединитесь к нам в нашем тщательном исследовании. Вместе мы сделаем этот дом домом. Окей, ладно. В общем, тут факт. FAQ, типа опросник. Как выглядели все иллюстрации, тексты и рекламы, когда вы их получили? Все бумажные материалы, спрятанные в конвертах, которые мы получили, обычно набиты вместе и покрыты краской и чернилами. Несмотря на это, волонтеры восстановили и воссоздали большую часть того, что было найдено на документах. Вот оно что. Ага, а вот и наш скрытый текст. Почему вы сделали этот сайт? Когда я развернула первое письмо, я это почувствовала. Почувствовал, наверное. Я услышал это. Открыть. Я хочу это. Я собираюсь получить его. А первоначальный текст, пожалуйста. Больно? Больно? Пожалуйста, я не вижу. Значит, это тоже внутри вас. Больно? Ctrl-A сразу. Ух, вы знаете, сколько серий в «Добро пожаловать домой»? К сожалению, нет. Нам еще предстоит получить кадры из шоу, полный каталог всех эпизодов. Мы почитали, что последняя дата выхода шоу в эфир была в 1974 году, но только потому, что это самая последняя дата, указанная в сценарии. Цифры так тяжело читать. Иногда я их не вижу. Что бы это могло значить? Кто ваш любимый житель? У каждого в нашей команде есть свои фавориты, но если вы спросите меня, мой Уолли Дарлинг. Окей, потыкать ни на что больше, наверное, нельзя. Давайте перейдем... Не знаю. На соседний участок? Боже мой, как все оформлено прекрасно. О, вау. Тут кликать можно. Обратите внимание, эта информация взята из остатков иллюстрированных страниц и старых товаров. Информация может изменяться и расширяться. X по мере обнаружения новых находок. X. Дом там, где сердце. А жители «Добро пожаловать домой» — это сердце района. Даже если вы там не живете, вы все равно один из самых важных его обитателей. Но не волнуйтесь, с помощью этого красочного множества соседей вы сразу почувствуете себя как дома. И тут можно покликать на всякие домики. О, кстати, домик уже живой. Давайте посмотрим. Джули — самая веселая соседка, о которой можно только мечтать. Марионетка только может мечтать, марионетка. Лучшая подруга Фрэнка. Окей, назад. Ну, конечно же, я пойду туда. Салли. Самая буйная жительница, а это девочка, вау. Добро пожаловать домой. Сияет среди остальных. Она фейерверк, который готов дать волю своему воображению во имя нового приключения. Хотя иногда и за счет своих более осторожных соседей. К счастью, у нее есть голова на плечах. И можно даже сказать, солнечный нрав. Лучший друг Джули. Самый умный сосед в «Добро пожаловать домой». Барнаби. Безумный бездельник, обожающий шутки. Барнаби Бигл. Самый забавный сосед «Добро пожаловать домой». Всегда готовый пошутить или даже сделать глупое наблюдение. Этот большой голубой Бигль всегда знает, как повеселиться к большому разочарованию некоторых сварливых жителей. Ничего не спрятано. Поппи. Самая неистовая, измученная и пернатая... Измученная? Соседка в «Добро пожаловать домой». Поппи Партридж, так сказать, местная курица. От вывихнутого клюва до обгоревших на солнце перьев она всегда думает о худшем исходе приятной ситуации. Не могу ничего тыкнуть. Ну, какие милые печеньки. Самый дружелюбный и счастливый владелец магазина «Добро пожаловать домой». Это красочная гусеница. Знает свой магазин как свои 5 пальцев, что впечатляет, учитывая, сколько у него рук. Харизматичный, сообразительный и необычайно веселый Хауди всегда предлагает все, что нужно его соседям по невероятно низкой цене. Хорошая сделка у него там написано. Милашка. Он мне больше всех нравится. И Эдди. Надежный, добрый, всегда решительный. Лучший почтальон, который когда-либо был в «Добро пожаловать домой». Хотя и единственный. Несмотря на то, что он немного неуклюжий и забывчивый, он любит свою работу и всегда успевает доставить всем почту точно в срок. Вот здесь можно тыкнуть your. Это you. Ну типа ты. Я кликаю на это. И мне показывается вот такой вот сайт. Я могу что-то... Он пишет за меня. Это типа страничка со мной. Волли. Твой. Скорее всего, напишет лучший друг. Да, Уолли твой лучший друг. Спасибо, Уолли. Сам писал. И тут самое интересное. Переходим к главному персонажу. Уолли. Уолли Дарлинг. Самый дружелюбный сосед в «Добро пожаловать домой». С такой улыбкой трудно не согласиться. Всегда стремящийся завести новых друзей и показать им окрестности. Уолли всегда рад протянуть руку помощи. Но ты же это уже знал, не так ли? А вот и информация про его дом.
Источники утверждают, что глаза этой куклы могли перемещаться с помощью рукоятки на другой стороне реквизита, обращенной в сторону камеры. Кроме того, его двери, дымоход и окна предположительно были очень анимированы во время эпизодов. Подразумевается, что дом самый же оживленный, самый живой дом в округе, поскольку ни у одного из других домов, похоже, глаз нет. Пока! Причем темным цветом, а у остальных было возвращайся назад, типа вернемся назад. Ой, пока. Но мы здесь не закончили. Я могу тыкнуть чуть ниже дома. И нам попадается вот эта страница. Так низко, так ниже. На этой картинке Волли находится внутри дома. Дом всегда как будто в панике. Волли пытается дотянуться до ручки, до окна. Бедный домик. Тут так темно, кстати. Я сначала не заметила даже. Это так странно, потому что сайт показывает, как будто мы уже находимся с ними. Он нас приветствует, и он общается с нами так, как будто бы мы уже там живем. Например, твои соседи. Они постоянно ко мне обращаются. Что же мы еще не нажимали? Новости. Добро пожаловать домой. Новости. Если тут что-то важное. Свежайшие новости. Что? Если что, сейчас 1 апреля. Ой, блин, 1 апреля, зашибись. 1 апреля 23 года. Январь 23 года, 14 число. Обновляют постоянный сайт. Куда мы еще не заходили? На всякие ссылочки. Чернила Л выделяется. Распространите доброе слово «Добро пожаловать домой» с помощью этих забавных баннеров. Нет места лучше дома, сосед. Окей, что тут кликается? Ничего не кликается, кроме Барнаби. И то, что я припасила напоследок. Это гостевая книжка. Спасибо, что посетили наш дом. Не торопитесь, подписывайтесь в наши гостевой книги и хорошего дня. Пожалуйста, не отправляйте личную информацию. Наши сообщения проверяются перед публикацией. Но для начала я хочу посмотреть, что тут спрятано. Можем что-то отправить. Давайте я тоже напишу тогда. Меня зовут Шугар. Сахар. Что бы мне написать? Блин, так хочется что-то написать. Такое, чтобы они поняли. Может быть, спросить что-то про секретики? Ты знаешь, как хранить секреты? И не знаю. Давайте смайлик напишем. Пук и пук. Класс. Отправить. О, нас поблагодарили! Спасибо, сосед. Мы убедимся, что все доставлено. И тут больше всего всяких скрытых камней. Но об этом я уже расскажу в следующем видео. Полностью все разберем. Может быть, даже и на 2 видоса выйдет. Поэтому надеюсь, что мы встретимся с вами в следующий раз. В «Добро пожаловать домой», где мы разберем все самое жесткое, самое темное, страшное и еще более интересное. Вот.